Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, вы на канале Motomаximus. Вы спросите, что опять в моем гараже делает этот красный Kawasaki ER6N, на который летом я снимал обзор, показывал вам. Сейчас попробую объяснить. В общем, мой товарищ опять притащил мне его в гараж со словами: летом 2021 года я хочу отправиться с тобой в путешествие. Сейчас я расскажу вам предысторию. Суть в том, что уж не знаю, с чем это связано, то ли он пересмотрел моих видео, то ли в принципе созрел для того, чтобы начать путешествовать. Мой друг заявил мне, что в сезоне 2021 года он по-любому едет со мной в одно из непродолжительных путешествий. Ну, соответственно, вы понимаете, да, путешествий не которые будут на легком эндуро, а которые, скорее всего, будут на тяжелом эндуро на Yamaha Super Tenere. Я улыбнулся, конечно, говорю: чувачок, ты, конечно, извини, но, во-первых, ты не катался никогда, да, это раз. Но это ладно, черт с ним, это мы тебя вкатаем, раз такое желание имеется. Но твой огрызок, ты меня извини, да, твоя любовь вот к этому минимализму, напомню, что он открутил от мотоцикла зеркала, заднее крыло, открутил все, что можно было открутить, чтобы он был максимально красивым. Я говорю: слушай, с твоей любовью вот к этому вот минимализму, повторюсь, какое тебе путешествие? Ветрового стекла нету, кофров нету, вообще ничего у тебя нету, блин. Говорю, никуда ты не поедешь. После нескольких наших переговоров, соответственно, он настаивает на том, что это лучший вид мотоцикла, который может быть. А я ему говорю: извини, друг, в таком виде мы с тобой никуда не едем. В общем, победа за мной. Буквально вот сегодня вечером со словами: забирай мод, превращай его во что-то похожее в мотоцикл для туризма, я хочу поехать с тобой. В общем, раз победа за нами, значит, будем этот мотоцикл превращать в мотоцикл для туризма. Друзья, конечно же, забегая вперед, я хочу сказать, что для того, чтобы начать путешествовать, вам вообще не нужно ничего, нужно только ваше желание. А то, о чем мы сегодня будем говорить, это просто вещи, которые нужны для комфортного путешествия. Это приходит с годами. Итак, поехали. Для того, чтобы этот мотоцикл, а точнее мой товарищ на этом мотоцикле, отправились со мной в путешествие, мы планируем сгонять в Крым и обратно, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, нам нужно вернуть на него все, что он поснимал, заднее крыло, зеркала, и еще посмотреть, может, он еще что-то открутил. А во-вторых, нам нужно сделать несколько вещей, которые, на мой взгляд, необходимы для путешествия. Во-первых, нам нужно поставить хотя бы какое-то небольшое ветровое стекло, которое, если уж не от головы, не от шлема, то хотя бы от груди отведет потоки воздуха, и ему будет ехать более комфортно. А во-вторых, нужно придумать что-то с багажной системой. От кофров он отказывается напрочь, да и в принципе цена вопроса не маленькая. А вот по поводу сумок на заднее сиденье или же, может быть, сумок боковых, в принципе, варианты мы такие рассматриваем. Сейчас подбираем что-то интересное в интернете. Как только найдем, тоже закажем. Но пока едет стекло, мотоцикл уже стоит у меня в гараже, я решил, чтобы хоть как-то сгладить его сердечный приступ от того, когда он вернется через пару месяцев из командировки и увидит свой мотоцикл, я решил первым на мотоцикл установить ему небольшой подарочек в его стиле, уверен, ему понравится. Буквально сегодня с AliExpress ко мне пришел вот такой вот наборчик. Здесь в нем 4 поворотника. Причем, обратите внимание, такие они кайфовенькие, тоненькие, красивые, все беленькое, на светодиодах. Сейчас покажу, как они светятся, очень интересно. Плюс ко всему, мне понравилась конструкция, она вот на такой вот гибкой ножке, вряд ли вы их отломаете. И вообще это вот как бы в его стиле, уверен, ему понравится. Признаюсь честно, он их еще не видел, для него это будет сюрпризом. В принципе, наверное, как и все остальное. А еще, друзья, я забыл вам совершенно представить нового участника моих видеообзоров. Прошу любить и жаловать, поворотный столик, сделанный своими руками в этом гараже. Кому интересно, как и из чего делал, можете посмотреть мой первый стрим на канале, он сохранен. Там я говорю об этом столике, как и из чего его сделал. Итак, столик я этот задумал для того, чтобы пока мы с вами общаемся по поводу тех или иных товаров, вы могли посмотреть на них со всех сторон, они будут крутиться, а мы с вами посмотрим, что же все-таки это за поворотники. Открываем, вот первый разматываем. Приходят они вот в такой вот простой упаковке. В принципе, больше ничего нету. Хочу сразу сказать, что эти поворотники от той же самой фирмы, у которой я заказал держатель телефона. Вы видели, да, классный держатель. Я, кстати, им очень доволен. Если не ошибаюсь, фирма называется CrossFox. В любом случае, в описании дам на них ссылочку, на эти поворотники, на эту фирму. Если понравится, их купите. Самое в них прикольное, помимо дизайна, да, размера, они такие симпатичные, как они моргают.
Вот у меня здесь есть 12-вольтовый блочок питания. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот бегающий огонек. Я уверен, мой товарищ будет просто в восторге от него. Вот так это будет смотреться на мотоцикле. Не знаю, как на камере, но вот сейчас у меня включено освещение, и диоды довольно-таки ярко бьют. Я уверен, их ночью однозначно будет круто видно, ну и днем, наверное, тоже. В общем, друзья, первое, что мы установим на Kawasaki ER6N, будут эти поворотники. Никакого отношения к путешествиям и, в принципе, к туризму они не имеют. Они просто прикольные, они мне нравятся. Это небольшой подарочек от меня моему другу. Ну и вам на заметку, если вдруг они вам понравятся, по ссылке сможете их заказать. Качество, в принципе, неплохое. Моргают. Все сейчас проверим. Я уверен, они все моргают. И будем прикручивать на мотоцикл. Забегая вперед, хочу сказать, что сзади я там глянул вообще без проблем. Мы их сейчас сразу же прикрутим. А спереди там оригинальные такие ножки поворотников. Чуть-чуть придется поколдовать, но я думаю, мы справимся. Так что давайте устанавливать и посмотрим, что получится. Ну все, друзья, финита, я закончил. Вот такая вот красота, так это теперь выглядит спереди, сзади тоже красиво, сейчас покажу вам. В общем, по итогу мы заменили 4 оригинальных поворотника, где стояли обычные лампочки, 10-ваттные, на светодиодные поворотники. И если раньше у нас была нагрузка на сеть 4 на 10, это 40 ватт, то теперь, ну я не знаю, если ватт 10 в сумме есть, то это хорошо, а то и того меньше. Соответственно, поворотники не работали, не моргали вообще там еле-еле. Изначально я попробовал, все это запустил, нагрузил линию обычными лампочками, все заработало, ну а позже съездил в магазин, оказывается, практически в любом автомагазине сейчас продаются такие классные блочки, они с регулировкой, ты регулируешь сопротивление, регулируешь нагрузку, чтобы поймать ту необходимую нагрузку, которую ты убрал, когда убрал лампочки накаливания и поставил светодиодные. Ну и по итогу давайте посмотрим, что получилось. Включаем зажигание. Левые поворотники. Все, огонек бегает. Вот такая красота спереди. Точно так же левый поворотник. Вот он сзади прекрасно все работает. Правый поворотник работает спереди шикарно. Все четко. Ну и точно так же вот показываю вам. Работает правый поворотник сзади. Ну и самое интересное, аварийка. О, аварийка вообще красота. Теперь вот так вот это все будет работать. Ну, мне прям очень нравится, не знаю. Прям супер. Вот, смотрите, точно так же она и сзади работает. Мне кажется, вообще полный шикардос. В общем, я установкой доволен. Для тех, кто соберется покупать такие поворотники, я думаю, нужно иметь в виду, что у вас просто так они работать не будут. Нужно ставить сопротивление, но в принципе ничего сложного. В любом магазине купите, поставите. Ну или если нету, можно просто лампочки прикрутить там под сиденьем, где-нибудь их закинуть. Немножко, конечно, колхоз, но тем не менее работать будет. Ну я думаю, друзья, можно смело сказать о том, что мы запустили реновацию Kawasaki ER6N. Это самое маленькое изменение, которое в нем планируется к сезону 2021 года. Я думаю, мы на него очень много всего интересного
прикрутим, навесим, конечно же, все это покажем вам. Возможно, что-то из этого будет и вам полезно в модернизации ваших мотоциклов. Я думаю, этот обзор смело можно завершать. Если вам понравился товар, в описании есть ссылочка, пожалуйста, берите, ставьте на свои мотики, пускай они тоже будут красивыми. Ну а от себя, друзья, по традиции вам желаю покупать только клевые и красивые вещи, ну и, конечно же, путешествуйте. И всем добра!